Всем привет, меня зовут Василя, это канал о вязании крючком. Сегодня я подготовила для вас мастер-класс по вязанию шапки с пышными столбиками. Узор здесь смотрится очень красиво, а вязать его совсем не сложно. Макушка здесь вот такая, она не совсем такая прям ровная, она более такая пышная. Данную шапку я вязала на размер 57-58. Глубина шапки здесь 22, отворот 8. Если вам необходима другая глубина шапки, вы можете уменьшить отворот. Здесь для отворота я набирала 20 петель, либо уменьшить основной узор. Вот здесь вот, где идут пышные столбики, здесь необходимо набрать четное количество петель. Я набирала 26, а макушку можете оставить точно такой же. Также мы сделаем незаметный шов, и при отвороте шва тоже не будет видно. Для вязания я использовала пряжу Alize Lana Gold Classic. Здесь у нас 51% акрил, 49% шерсти. В 100 граммах 240 метров, но у меня ушло больше одного мотка, так как здесь объемный узор. Получается приблизительно где-то 1,5 мотка. Цвет данной пряжи 28. Также понадобится крючок номер 5, пластиковая игла с большим ушком для того, чтобы стянуть макушку, и маркеры. Пряжу я обычно вытягиваю с центра мотка, так вязать намного удобнее. Итак, набираем воздушные петли, делаем петлю, провязываю. Первая воздушная петля, вторая, третья и так далее. Набираем 52 воздушные петли. Я набрала цепочку из воздушных петель. Здесь у меня первая петля, возле крючка 52 петля. Петля, которая на крючке, она не считается. Где у нас кончик нити, здесь у нас будет макушка шапки. Итак, будем провязывать первый ряд. Всегда в конце делаем одну воздушную петлю для подъема. Вяжем со второй петли от крючка. Первая во вторую. Заводим крючок и провязываем столбик без накида. 2 петельки на крючке провязываем вместе. Крайнюю петлю отметьте маркером. Это у меня первый столбик без накида. Далее вводим в следующую, второй, третий, четвертый. Нам необходимо провязать 46 столбиков без накида и в конце оставить непровязанными 6 петель. Итак, провязываем 46 столбиков. В конце первого ряда оставляем 6 непровязанных петель. Далее делаем петлю для подъема, переворачиваем и вяжем второй ряд. Провязываем столбики без накида со второй петли от крючка, первую во вторую за заднюю стенку петли. Вытянули, провязываем столбик без накида. Крайнюю петлю отмечаем. Далее в следующую за заднюю стенку петли. Провязываем до конца столбики без накида. Их будет 46. В конце провязываю последний столбик, захватывая обе стенки петли. Далее в конце делаем одну воздушную петлю для подъема, перевернули и вяжем третий ряд. Также провязываем со второй петли от крючка за заднюю стенку столбик без накида. Отмечаем крайнюю петлю. Провязываем столбики без накида за заднюю стенку петли. Провязываем их до маркера. Здесь мы опустимся вниз и провяжем еще 3 петли. Провязываю, где маркер, последний 46 столбик.
И далее мы должны провязать 3 соединительных столбика. Вот здесь сбоку у нас есть вот такая перемычка. Вводим крючок под перемычку, опускаемся вниз в петлю, вытягиваем и протягиваем через петли на крючке. Провязали соединительный столбик. Далее в следующую, второй соединительный и третий. Соединительные петли старайтесь связать более свободно. Итак, мы провязали третий ряд. В конце у нас остается 1, 2, 3 петли. Делаем одну воздушную петлю для подъема, переворачиваем и вяжем 4 ряд. Для начала мы должны провязать 3 соединительных столбика со второй петли от крючка. Первая во вторую. Провязываем первый, отмечаем. Далее второй и третий. Далее уже до конца провязываем 46 столбиков без накида. Также провязываем за заднюю стенку петли. Делаем одну воздушную петлю, перевернули и вяжем 5 ряд. Для начала провязываем 20 столбиков без накида. Во вторую петлю от крючка, также за заднюю стенку. Провязываем 20 столбиков без накида. Я провязала 20 столбиков без накида. Далее провязываем пышные столбики. Провязываем 26 петель. И здесь в конце у нас останется 6 петель. Мы их провяжем соединительными петлями. Вяжем узор в пышные столбики. Для этого первую петлю пропускаем. Во вторую петлю за обе стенки вводим крючок. И провязываем столбик без накида. Далее делаем накид на крючок, вводим в предыдущую петлю, также за обе стенки, вытянули. Обратите внимание, я пальцем придерживаю все петельки на крючке, снова накид, вводим второй раз, третий, и теперь провязываем все петли, кроме последней. Провязали, вот она, петля на крючке, вот она вторая, и эти две провязываем вместе. Далее снова пропускаем одну петлю, в следующую провязываем столбик без накида, возвращаемся в предыдущую, делаем накид, накид и третий раз накид. Провязали и 2 петли на крючке провязываем. Снова пропускаем одну петлю, в следующую провязываем столбик без накида. Делаем накид, возвращаемся. Первый раз вытянули, накид. Второй раз, накид и третий. Таким образом провязываются пышные столбики. Их у нас будет 13. Я провязала пышные столбики, их у меня 13. Далее провязываем 3 соединительных столбика, опускаемся вниз и эти 3 петли также провязываем соединительными столбиками. Провязываем, захватывая заднюю стенку петли. Первый, второй и третий. Соединительные столбики вяжите более свободно. Далее находим сбоку перемычку, вот она. Заводим крючок под перемычку, опускаемся вниз и протягиваем. Первый соединительный, второй
и третий. Получается, в конце мы провязываем 6 соединительных столбиков. Далее делаем воздушную петлю, перевернули и вяжем 6-й ряд. Для начала провязываем 6 соединительных столбиков. Вводим во вторую петлю от крючка за заднюю стенку. Первый. Можете отметить крайнюю. Шестой соединительный столбик. Далее мы будем провязывать пышные столбики. Пышные столбики провязываем, также захватывая обе стенки петли. Вводим во вторую петлю, вот первая, во вторую. Провязали столбик без накида. Далее делаем накид, возвращаемся в предыдущую петлю. Не забывайте, петли придерживайте на крючке. Накид второй раз, третий раз, провязали и 2 петли на крючке провязали. Снова вводим во вторую петлю, столбик без накида, накид, возвращаемся в предыдущую. Таким образом, мы должны провязать также 13 пышных столбиков. Я провязала 13 пышных столбиков. Вот такой получается у нас узор. Далее провязываем оставшиеся 20 петель столбиками без накида. Провязываем, захватывая только заднюю стенку петли. Провязываем до конца и не забываем в конце провязываем за обе стенки петли. Итак, я довязала 6-й ряд. Далее у нас ряды повторяются с 1 по 6 ряд. Но я сейчас с вами провяжу следующий 7-й ряд. Он будет провязываться точно так же, как и первый. Нам необходимо будет провязать 46 столбиков без накида и в конце 6 петель оставить не провязанными. Сейчас мы с вами вместе провяжем. Я покажу, как провязывать вместе, где у нас идут пышные столбики. Итак, вяжем 7-й ряд, он вяжется точно так же, как и первый. В конце делаем одну воздушную петлю, перевернули и провязываем столбики без накида, также за заднюю стенку петли. Провязываем до места, где у нас идут пышные столбики. До сюда мы провязываем 20 столбиков без накида за заднюю стенку петли. Я провязала до пышных столбиков, и теперь 26 петель, где у нас идут пышные столбики, здесь мы провязываем столбики без накида, захватывая обе стенки петли. Получается, мы провязали 20 столбиков без накида за заднюю стенку и затем 26 столбиков без накида провязываем, захватывая обе стенки петли, и 6 петель у нас в конце останется. Итак, я провязала 7-й ряд. Далее вяжите 8-й, он вяжется точно так же, как и 2-й. Провязываете столбики без накида за заднюю стенку петли. За обе стеночки мы провязываем только там, где вяжем пышные столбики, и когда вяжем первый ряд над пышными столбиками. Итак, провязываем самостоятельно с 1 по 6 ряд. Не забываем в конце всегда делать одну воздушную петлю для подъема. И крайние петельки отмечайте маркером, так будет намного удобнее, и вы их не потеряете.
Вот я довязала шапку. Получается у меня вот таких вот клиньев 12. Сейчас я скажу, сколько у меня получилось по резинке. Приблизительно 42 сантиметра. У вас должна резинка равняться в растянутом виде обхвату вашей головы. Здесь у нас узор как бы двухсторонний. Вот смотрите, с этой стороны, если смотреть между вот этими колосочками, у нас идет одно ребро такое. А с этой стороны у нас идет по 2 ребра. Поэтому выбирайте сами, какая сторона у вас будет лицевой. И с этой тоже очень красиво. Я выберу вот эту сторону, где идет 2 ребра. Для начала мы будем сшивать по лицевой стороне вот эту вот часть, резинку, для того, чтобы при отвороте у нас не было видно шва. А затем уже перевернем и свяжем оставшуюся часть. Итак, для начала сшиваем вот эту часть резинки по лицевой стороне. Нахожу здесь крайнюю петлю. Захватили петельку, вытягиваем. Далее с этой стороны вводим в каждую петлю крючок, а с этой стороны захватываем только заднюю стенку петли. Итак, ввожу во вторую петлю уже. И с этой стороны также нахожу вторую петлю. Первая во вторую за заднюю стенку. Провязываю соединительную петлю. Далее в следующую. При сшивании старайтесь сильно не стягивать. Вот я провязала резинку по лицевой стороне. Теперь петельку вытяните побольше. Смотрите, с этой стороны у нас не будет видно шва. Теперь переворачиваем. И оставшуюся часть мы прошиваем по изнаночной стороне. Итак, вот она наша петля. Рабочая нить находится снаружи. Здесь у нас, смотрите, идут косички. Теперь заводим крючок под обе стенки петли. Здесь находим следующую петлю, завели и провязываем. В конце оставляем нить для стягивания макушки. Протянули через петлю и вытягиваем полностью. Ниточка, которая у нас с начала первого ряда, ее необходимо спрятать под петельки по изнаночной стороне. И вот таким образом у нас здесь не видно шва. И вот здесь будет отворот, тоже шов не заметен. Продеваем нить в иглу и собираем петельки на макушке. Собираем их по изнаночной стороне. Вот здесь есть такие вот петли. Заводим сюда иглу и протягиваем нить. Теперь аккуратно стягиваем и еще раз проходим по кругу иглой. И у нас получается вот такая вот макушка. Вот и все, шапочка наша готова. Надеюсь, вам все было понятно. Если остались какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях. Не забудьте подписаться на мой канал и вяжите вместе со мной.